Всем привет! В этом ролике буду выполнять стрижку рапсодия на длинные волосы. Друзья, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать выход новых публикаций. Схема деления на зоны довольно проста. Сначала все волосы разделяются вертикальным пробором и делятся на две части, левую и правую. Такой пробор на схеме показан красной линией. Вся стрижка выполняется диагональными проборами, а все волосы оттягиваются на лицо. Стрелочки на схеме указывают направление волос. Для начала я определила длину волос в зоне челки. Для этого я выделила в центре лба тонкую прядь и отрезала ее на желаемом уровне. Эта прядь волос у меня будет контрольной, от нее я буду отталкиваться, формируя лесенку. Далее от контрольной пряди я выделяю диагональную линию. Угол диагонали может быть любым. Я выделила невысокий, который параллелен краевому росту волос. Вообще в классической рапсодии именно так и надо оттягивать, но современная рапсодия имеет множество трансформаций, и каждый мастер интерпретирует ее по-своему. Классическую рапсодию выполнять достаточно просто. Главное контролировать угол оттяжки каждой конкретной пряди. А еще, если ее выполняешь на длинных волосах, то лучше нанести кондиционирующее средство. Оно позволит волосам не путаться во время прочесывания, это очень важно. Выделенная прядь волос не должна быть толстой. В противном случае можно запутаться и потерять контрольный срез. После каждой простриженной линии я проверяю баланс. Для точного баланса волосы с двух сторон нужно брать симметричных точек. Оттянуть их в центр, и если все ровно, тогда можно двигаться дальше, а если нет, тогда нужно искать причину несоответствия. Для того, чтобы контролировать оттяжку прядей, я для себя придумала такой лайфхак. Я встаю напротив той половинки лица клиента, на которой стригу, определяю на своем теле определенную точку. Например, здесь я определила точку расположения желудка. И именно в эту область я тяну все волосы. Таким образом, у меня получается одна и та же оттяжка, руки мои не гуляют туда-сюда. А для угла среза я просто продолжаю то направление среза, от которого двигалась изначально. Для формирования красивой лесенки важен следующий момент. Прочесать уже простриженные волосы вниз по естественному неспаданию и откорректировать лесенку, фиксируя пальцы немножечко на себя. Снова проверить баланс. Если так делать после каждого простриженного блока, то мы получим максимально качественный результат, и стрижка практически не потребует в конце доработки. В стрижке я каждую последующую прядь подтягиваю к первой контрольной. Помню про свою оттяжку и продолжаю угол среза. Для удобства я стригу поочередно с двух сторон. Например, сначала я простригла прядь слева, затем прядь справа, потом снова слева и справа. Если бы я сначала простригла одну часть головы, а потом другую, то мне было бы сложно сравнить баланс. А при возможной асимметрии сложно было бы найти ее причину. На каком уровне у меня это произошло. Поиски недочета заняли бы дополнительное время, силы. Нужно уважать свое время и время клиента. Стрижку классическая рапсодия можно выполнять на любой длине волос, даже на коротких. То есть, если длина волос до плеч, тогда она тоже может подойти. А визуально восприниматься именно как в классическом варианте она будет на волосах, которые имеют одинаковую длину. То есть, например, когда нет слоев верхней части головы. Если слои есть, то тогда визуально она будет восприниматься немножечко иначе. И, наверное, будет напоминать каскадную стрижку, что тоже будет смотреться очень красиво. Рапсодия стрижка универсальная и сочетается с женщинами любого возраста. Смотрится гармонично на любом типе лица. Также ее можно выполнять не только на прямых волосах, но и на волнистых, вьющихся. Но если волосы имеют завиток, то все же лучше в рапсодию добавить слои. Таким образом, объем в нижней части вьющихся волос приподнимется наверх.
и форма стрижки будет восприниматься гармонично. И в целом образ будет выглядеть более пропорционально. Вот эта техника, которую я сейчас делаю, она будет идеальна для волос тонких, со средней густотой, либо для обладательниц неравномерной густоты волос. Такая стрижка нивелирует незначительные нюансы внешности, скроет какие-то там недостатки, которые вы хотите завуалировать от посторонних глаз, не привлекать к ним внимания. И в целом длина волос позволяет выполнять различные варианты укладок. После того, как я простригла все волосы с обеих сторон головы, я начинаю формировать линию окантовки в зоне лица. Для этого я определяю самую наивысшую точку во фронтально-теменной зоне. От нее выделяю горизонтальный пробор от уха до уха, вычесываю выделенные волосы к лицу и корректирую округлую зону лесенки. Оттягиваю пряди вниз, хорошо прочесываю и срезаю торчащие волоски. Затем то же самое делаю на боковых секциях головы. Соединяю две части волос, затылочную и фронтальную. Далее приступаю к формированию окантовки. Так как в такой стрижке все волосы оттягиваются на лицо, даже со стороны затылка срезаются волосы, которые дотягиваются до ножниц, то линия окантовки у нас получается полукруглая и такая заостренная на затылке. Есть девушки, которым такая окантовка нравится. В таком случае можно оставить так, лишь слегка подкорректировать ее форму. Но кто хочет более прямой срез, тогда и это можно сделать. Нужно прочесать все волосы вниз и срезать этот уголочек. Да, кстати, перед тем, как предложить клиентке такую стрижку, нужно заранее ей объяснить, что насколько может уйти длина волос, определиться с формой по линии окантовки, треугольной, ровной, полукруглой. Также нужно предварительно уточнить, насколько полукруглой должна быть лесенка у лица. То есть все нюансы с длиной и формой нужно разбирать перед стрижкой, чтобы впоследствии не получилось недоразумений. Итак, здесь я дорабатываю линию окантовки, прочесала все волосы вниз по естественному распаду, просушила волосы по форме. И вот такой результат у меня получился. Друзья, пишите в комментариях свои впечатления о ролике, о стрижке. Подписывайтесь на канал и всем пока!